Древние общества выживали в горах, пустынях, джунглях, на островах и вдоль непредсказуемых рек. Они не были наивными и не боялись всего подряд. Но даже у них были точки на карте, которые считались слишком опасными, слишком странными или слишком близкими к чему-то нечеловеческому. И дело было не только в суевериях, часто в реальной природе. Ядовитых газах, мертвой воде, провалах, огне из-под земли, звуках без видимого источника и местах, где обычная жизнь переставала быть возможной. 13 мест. 13 типов древнего страха. Каждый с конкретной причиной. Без мистики, без конспирологии. Только природа, миф и то, что стояло между ними. Прежде чем начать, короткая рамка. Не все опасное можно контролировать. Хищника можно убить, реку переплыть. Но были точки, где природа вела себя так, что привычные объяснения не работали. Именно такие точки становились священными, запретными, табуированными. Границами между обычным миром и тем, что за его пределами. Начнем с мест, где смерть приходила из воздуха. Первое. Озеро Аверна. Южная Италия, Флегрейские поля. Небольшое озеро в кратере потухшего вулкана, окруженное крутыми склонами, создающими чашу с застойным воздухом. В древности берега покрывал густой лес, настолько плотный, что свет почти не достигал воды. Вулканические испарения, сероводород, углекислый газ скапливались у поверхности. По свидетельству античных авторов, птицы, летевшие слишком низко, падали замертво. Название Аверна предположительно от греческого «аорнос» – «без птиц». Вергилий привел сюда Энея – спуститься к мертвым. Для римлянина, стоящего на берегу, темная вода, тяжелый воздух, мертвые птицы на камнях – вход в Аид был не абстракцией, а тем, что он видел. Диодор Сицилийский утверждал, что местные жители опасались подходить к воде. Лукреций объяснял гибель птиц дыханием земли и был ближе к истине, чем думал. В первом веке до нашей эры полководец Агриппа, тот самый, что строил Пантеон, приказал вырубить лес вокруг Аверна и прорыть канал к морю. Строилась военная гавань, Портус Юлиус. Лес исчез. Застойный воздух разошелся, испарения ослабли. Озеро утратило зловещий характер. Но литература осталась, и 2 тысячелетия люди читали про вход в Аид, не зная, что он начинался с химии воздуха и формы кратера. Второе. Плутоний в Иераполисе. Западная Турция, Памуккале. У подножия храма Аполлона грот, который называли «вратами Плутона». Зрители сидели на каменных скамьях, как в театре. Жрецы-евнухи из культа Кибелы вводили в грот быков. Животные падали замертво, жрецы выходили живыми. Паломникам продавали мелких животных, бросить в грот и убедиться лично. Разгадка – углекислый газ из тектонического разлома. СО2 тяжелее воздуха и скапливается у Земли невидимым озером. Замеры Харди-Пфанца из Дуйсбургского университета в 2018 году. До 91% СО2 внутри грота, смертельные уровни на высоте до 40 сантиметров от пола. Животные задыхались за минуты. Жрецы выше ростом держали голову над газовым слоем. Они знали, когда входить. На рассвете и закате концентрация максимальна. Страбон побывал здесь 2000 лет назад и записал: «Быки падают мгновенно, воробьи умирают на лету». Он сам бросал птиц в грот, они гибли мгновенно. Почему жрецы выживают? Он предположил божественное покровительство или то, что они задерживают дыхание. Наука объяснила проще – физика газа и разница в росте. Но для зрителей, видевших, как бык рушится у входа, а человек выходит невредимым, это был живой Аид. Самый убедительный из всех. Со временем Плутоний стал чем-то вроде аттракциона. Паломникам и туристам продавали мелких животных, птиц, грызунов, чтобы те сами бросили их в грот и увидели дыхание Плутона в действии. Вокруг выстроили скамьи, амфитеатр для зрителей. Смерть стала зрелищем. Священный ужас – развлечением. Но газ не различал паломников и туристов. Во время раскопок 2013 года археологи находили мертвых птиц и насекомых у входа в грот. Врата Плутона работают до сих пор. От газа к воде. Не к морю, к воде, которая уходит вертикально вниз. Третье. Священные сеноты майя. Юкатан, Мексика. Тысячи природных колодцев, провалов в известняковой коре над подземными реками. Большинство источники пресной воды, но часть – территория страха. Сенот священный в Чичен-Итце – колодец диаметром 60 метров, глубиной более 20. Со дна подняли кости мужчин, женщин, детей. Золотые диски, нефрит, копаловую смолу, ритуальное благовоние, керамику с изображениями сцен жертвоприношения.
Это не утопленники, это подношение Чааку, богу дождя. Вода темная, стены отвесные, покрытые корнями и мхом. Выбраться без веревки невозможно. Дно – толстый слой ила, в котором предметы и кости лежали веками. Для майя Синод был Шибальба, порог мира мертвых. Живая вода – наверху, в дождях и ручьях. Мертвая – внизу, в темноте колодца. Между ними – жертва, падающая в темноту. Судя по археологическим данным, некоторые синоты были окружены особым ритуальным статусом и табу. Теперь – места, где смерть поднималась из-под земли. Четвертое. Некромантион. Северо-запад Греции, слияние рек Ахерон и Кокит. Имена из мифов об Аиде. Гомер описывал это место как вход, через который Одиссей спускался к мертвым. Здесь, по преданию, находился оракул мертвых, место, где живые могли говорить с умершими. В 70-х годах археолог Сатириос Дакарис раскопал подземный комплекс. Коридоры, темные камеры, остатки возможных механизмов для звуковых или визуальных эффектов, колеса, лебедки, металлические детали. По его версии, жрецы создавали иллюзию появления мертвых. Интерпретация спорная. Другие археологи считают комплекс укрепленной усадьбой. Но ландшафт бесспорен. Ахерон течет через узкое ущелье, частично уходит под землю и появляется ниже по течению, как будто проходит через подземный мир. Вокруг болота, в древности более обширные. Тяжелый воздух, туман, стоячая вода. Для людей, веривших, что мертвые переправляются через реку на ладье Харона, это была не декорация. Это была реальность, увиденная своими глазами. Пятое. Вулканы Средиземноморья. Этна на Сицилии – гора, которая горит. Греки верили, что под ней заточен Тифон, чудовище, бросившее вызов Зевсу. Или что там работает кузница Гефеста, бога-кузнеца. Везувий в Кампании, до 79 года нашей эры, обычная гора с виноградниками и виллами на склонах. Никто не ждал беды. Потом катастрофа. Помпеи, Геркуланум, Стабии. Тысячи людей, погребенных под пеплом и пирокластическими потоками температурой в несколько сот градусов. Плиний-младший описал облако, похожее на пинию, средиземноморскую сосну, ствол дыма и крона пепла. Его дядя, Плиний-старший, один из крупнейших ученых эпохи, погиб на берегу, пытаясь спасти людей на своем корабле. Огонь, идущий снизу, земля, которая дрожит, камни, летящие с неба, пепел, закрывающий солнце на дни, реки раскаленной грязи, стекающие по склону быстрее лошади. Для общества, не знающего тектоники плит, единственное объяснение – здесь обитают силы, которым человек не подвластен. И при этом люди продолжали селиться у подножия, вулканическая почва плодородна. Связь выгоды и смертельной опасности – одна из самых древних ловушек цивилизации. Помпеи – не последний город, погибший от вулкана, и не первый. Теперь вода, которая убивает не погружением, а самим фактом своего существования. Не поток, а среда. Не наводнение, а химия. Шестое. Мертвое море. Самая низкая точка суши на планете, 430 метров ниже уровня моря. Соленость около 330 граммов на литр, почти в 10 раз больше океана. Рыба не живет, водоросли не растут. Берега покрыты соляной коркой, белой и хрустящей. Воздух плотный, повышенное атмосферное давление на такой глубине. С поверхности воды временами поднимаются куски битума, черной вязкой массы, которую в древности собирали и использовали для строительства и мумификации. Греки называли это место асфальтовым озером. Вода, в которой ничего не живет. Земля, на которой ничего не растет. Запах серы. Куски черной смолы на поверхности. Рядом столбы соли причудливых форм, стоящие как скульптуры. Библейская традиция поместила сюда Содом и Гоморру, города, уничтоженные божественным огнем, и жену Лота, обращенную в соляной столб. Геология фиксирует в этом районе активный разлом, сейсмическую зону, а также природные выходы метана и битума, которые при воспламенении могли буквально выглядеть как огонь с неба. Возможно, землетрясение, выбросившее горящий газ, действительно уничтожило какое-то поселение. Природа здесь и без мифа выглядит как приговор. Седьмое. Поющие дюны. Гоби, Такламакан, Рубаль-Хали, Намибия, Калифорния. На всех континентах, кроме Антарктиды, есть дюны, которые издают звуки. Низкий гул, похожий на далекий рев или стон, длящийся минутами. Реальное акустическое явление. При движении пласта песка песчинки определенного размера и формы создают когерентный резонанс. Частота от 60 до 150 Гц, громкость до 100 дБ, слышно за километры.
Современная физика объясняет механизм, но полного консенсуса нет. Почему одни дюны поют, а другие молчат? Марко Поло описывал голоса духов в пустыне Лоб. Китайские хроники упоминали гудящие пески, Минша, и предупреждали, что духи пустыни заманивают путников звуками, уводя с тропы. Арабские путешественники рассказывали о барабанах из-под земли. Дарвин, побывавший на чилийских ревущих дюнах, записал: «Звук слышен с расстояния в милю, и трудно понять его источник». Для человека в безводной пустыне звук без видимой причины разрушает последнее ощущение контроля над пространством. Пустыня перестает быть просто мертвой средой. Она становится чем-то, что реагирует на присутствие, хотя никого рядом нет. Теперь места, где страх рождался не от смерти, а от невозможности жить. Не от яда, огня или воды, от самой высоты и от того, что она значила. 8. Высокогорные святилища Анд. Выше 5000 метров. Аргентина, Перу, Чили. На вершинах тела детей жертв инкского обряда Капакоча, прекрасно сохранившиеся в вечном холоде. Кожа, волосы, ресницы будто похоронены вчера, а не 500 лет назад. Рядом золотые и серебряные фигурки, керамика, мешочки с листьями коки, раковины спондилус, привезенные с побережья Эквадора за 1000 километров. Вершина вулкана Льюлья-Ильяка, 6700 метров, одно из высочайших археологических мест на планете. 3 детей, найденных там, были одеты в лучшую одежду. Анализ волос показал, что за год до смерти их рацион изменился, особая пища и кока. Их готовили к подъему. Это не места, которых боялись. Сюда поднимались специально, быть ближе к Апу, духам гор. Но обычная жизнь на такой высоте невозможна. Кислорода 60% от нормы, температура -20 и ниже, ветер валит с ног. Высотная болезнь начинается через часы. Даже подготовленный взрослый с трудом проводит на такой вершине больше суток. Вершина работала как граница, выше мир богов, ниже мир людей. Ребенок, оставленный на вершине в ритуальной одежде, посланник между мирами. Страх здесь не от опасности, а от близости к чему-то, что больше человека. Именно поэтому жертва должна была быть безупречной. Теперь земля, которая забирает. Ни провал, ни колодец. Поверхность, которая выглядит надежной и обманывает. 9. Болото Северной Европы. Дания, Ирландия, Германия, Нидерланды. В торфяных болотах тела людей, погруженных 1000 лет назад. Таллунский человек с веревкой на шее, с выражением покоя на лице, сохранившимся так, будто его опустили вчера. Человек из Гроубалле с перерезанным горлом. Человек из Линдоу, избит, задушен, утоплен. Тройная смерть, возможно, ритуальная. Болото забирает и не отпускает. Дна не видно. Поверхность обманчива, кажется твердой, пока нога не проваливается. Тело, погруженное в трясину, исчезает и консервируется на тысячелетия. Танин торфа дубит кожу. Кислая бескислородная среда сохраняет ткани, но медленно растворяет кости. Результат – лица, сохранившиеся до морщин и щетины, волосы, ногти, последняя еда в желудке. Но скелет внутри размягчен до состояния губки. В болотах находили не только людей. Оружие – мечи, щиты, копья – сотнями. Украшения. Котлы, вроде знаменитого котла из Гундеструпа, покрытого рельефами богов и жертвоприношений, все это бросали в трясину намеренно, как подношение, силам, которые живут внизу. Тацит писал, что германские племена топили в болотах трусов, предателей и дезертиров, погрузив в грязь и забросав хворостом. Болото было не просто плохой дорогой, это было место, где твердая поверхность оказывалась ловушкой. Граница между жизнью и смертью проходила по поверхности. Один шаг – и земля проглатывает. Теперь другой тип. Не опасность, а изоляция. Место, где страх рождается не от того, что природа убивает, а от того, что она замыкает. 10. Рапа-Нуи. Самый изолированный обитаемый остров в мире. 2000 километров до ближайшей земли с людьми, крохотного Питкарна. До побережья Южной Америки 3500. Полинезийцы, заселившие его примерно в 8-9 веке, оказались в ловушке. Ресурсы ограничены, леса со временем вырублены, уплыть некуда, не из чего строить большие лодки. Население выросло, а экосистема нет. Результат – кризис, конфликты, голод, войны кланов, разрушение старого порядка. Это не проклятое место, но место, где сама изоляция превращалась в культурную границу.
Горизонт пуст во все стороны, нет другого берега, нет соседей, нет отступления. Моаи, каменные колоссы высотой до 10 метров, стоят на ритуальных платформах Аху, спиной к океану, лицом вглубь острова. Не защита от врага. Граница между обитаемым миром и пустотой за его краем. Изоляция стала не просто условием жизни, а основой мировоззрения. Теперь еще глубже. Буквально. Под землю. 11. Глубинные пещеры. Ласка, Альтамира. Шове. 36 тысяч лет. Пещера Коски на юге Франции, вход в которую сегодня под водой. Росписи расположены не у входа, не в жилой зоне, а в глубине, за сотни метров от дневного света. В залах, куда нужно ползти через узкие лазы, протискиваться боком, иногда лежа. Здесь не жили, сюда приходили. Несли краску, охру, марганец, уголь. Несли жир для каменных светильников, свет которых метался по стенам. Рисовали зубров, лошадей, мамонтов, львов и уходили. Иногда оставляли отпечатки ладоней на стене, как подпись, как контакт, как прикосновение к чему-то, что казалось живым. Пещера на такой глубине принципиально иное пространство. Постоянная температура круглый год, абсолютная темнота, эхо, капли, тишина, которая давит на уши. Акустические исследования показали, что росписи часто расположены в местах с наилучшим резонансом, словно звук и изображение были частями одного действа. Возможно, здесь пели, или били в бубен, или просто говорили, и пещера отвечала голосом, который не был их собственным. Одно из древнейших известных священных пространств, не построенное, а найденное. И, наконец, маршруты, где страх был не мифом, а статистикой. 12. Перевалы смерти. Гималаи, Каракарум, Памир, Тибетское Нагорье, Анды. Маршруты, где караваны теряли людей и животных регулярно. Торункла в Непале, 5400 метров. Хунджираб на границе Пакистана и Китая, 4700. Перевалы Западного Тибета, где буря накрывает за минуты. Лавины, обвалы, обморожение, высотный отек мозга. Потери на таких маршрутах были обычным делом, не исключением, а нормой. Эти маршруты не были запретными, по ним ходили, потому что другого пути не существовало. Торговля, паломничество, война – все шло через перевалы. Но каждый переход превращался в ритуал. Молитва перед подъемом. Разноцветные флаги на вершине, лунгта, кони ветра, несущие молитвы по 4 сторонам света. Каменные туры, оба, которые нужно обойти по часовой стрелке и добавить свой камень. На тибетских перевалах путники кричат «Лхагьяло» – «Боги победили», достигнув вершины. Опасность маршрута превращала его в священное пространство. Перевал был не просто точкой на пути, он был границей, которую нужно было пройти правильно, с молитвой и подношением. Потому что каждый, кто шел, знал кого-то, кто не дошел. И последнее. Место, где миф и реальная опасность совпали настолько точно, что разделить их невозможно. 13. Место, где все сходится. Вернемся туда, откуда начали. Флегрейские поля, Кампи Флегрей. Не один вулкан, целая вулканическая система к западу от Неаполя. Десятки кратеров, фумаролы, горячие источники, бродисеизм. Земля поднимается и опускается, почва буквально дышит, газы выходят из трещин. Температура грунта местами выше 100 градусов. Сальфатара – кратер, где земля шипит, булькает и выбрасывает серные пары. Греки назвали это обителью гигантов. Здесь, по мифу, боги сражались с титанами. Римляне – входом в подземный мир. Здесь Вергилий поместил пещеру Кумской Севиллы, прорицательницы, вещавшей в экстазе из глубины скального грота. Когда в 60-х годах 20 века археологи раскопали длинный подземный ход в Кумах, прямой, сужающийся с боковыми камерами, многие решили, что это и есть тот самый коридор, по которому Эней шел к Севилле. Интерпретация спорная, но ход реальный. Как и газы, которые могли вызывать измененное состояние у тех, кто проводил в нем время. Здесь же озеро Аверна, с которого мы начали. Круг замыкается. Первый кейс и последний – одно и то же место. Только теперь масштаб виден целиком. Не одно озеро, а целый ландшафт, где земля дымится, вода ядовита, птицы падают, а грунт движется под ногами. Сегодня Флегрейские поля – одна из самых опасных вулканических зон мира. Под ними живет 500 000 человек. Сейсмические станции работают круглосуточно. Древние не ошиблись, они описали ровно то, что видели. Просто другими словами. Древние не знали физику газа, геологию разлома или акустику песчаных дюн. Но они очень точно чувствовали, где природа переставала быть нормальной.
И именно такие точки превращали не просто в опасные зоны, а в священные, запретные, мифологизированные, в границе между обычным миром и тем, что за его пределами.